Свою лодку Смолин отыскал с трудом. Человек, оставшийся в ней, пригреб к берегу и, не удосужившись даже вытащить ее, привязать, убрел, судя по следам, к шоссе. А лодка, то и дело застревая на отмелях, медленно плыла километрах в 3 от песчаной косы. Дождь с холодным северо-западным ветром шел полосами, порой затихая, порой усиливаясь. Река все полнилась, подмывала в лагере Смолина бревна, настил, на котором крепилась палатка, и он, надев бахилы, плащ с капюшоном, стал рушить свою Венецию. Торопливо, с ожесточением отколачивал доски, вытаскивал стояки, крепко засосанные песком. Не тронул только навес из днища старой лодки. Пусть стоит, может, кому-то и пригодится в ненастную погоду. Рыбакам или охотникам спасибо скажут. Он не был уверен, что еще раз приедет сюда в отпуск. Уж очень неожиданен был конец его пребывания здесь. Настроение сразу испортилось, но все наиболее ценное – гладкие доски, ровные колышки, столешницу и крестовины к ней – связал проволокой, унес в лог, спрятав меж густого пихтарника до будущего лета. А кухонный скарб, постель, палатку и рюкзаки погрузил в лодку. Черныш, чуя, что приближается расставание, бегал за человеком по пятам. Сегодня ему было отвалено небывалое угощение, остатки консервов, куски хлеба, но он ел неохотно. Подбежит на запахи, лизнет разок-другой и снова кружится возле Смолина, заглядывая ему в глаза. Когда Смолин расколачивал настил, из лежавшегося под палаткой сена вывалился серый комочек, мышка, сразу же кинувшаяся наутек. «Так вот, где ты обитала, мышка Маня!» — невольно улыбнулся Смолин. Черныш тоже заметил мышь и нападал ей лапой, отчего она, перевернувшись кверху светлым брюшком, отлетела к поленнице. Прежде чем Черныш успел подскочить, мышка уже зарылась в песок, под щепу. Черныш взвизгнул раздосадованно и стал торопливо работать лапами. «Не надо, Черныш, оставь ее!» — заговорил успокаивающе Смолин. «Ей без того сегодня придется туго. Видишь, вода наступает, скоро все тут затопит». Привлек к себе Черныша и погладил. «Давай прощаться, Черныш. Пора. В общем-то, мы неплохо тут пожили, а? Неплохо?» Да, настроение сразу упало. Но не только из-за ненастья, не только из-за браконьеров. Катер-сплав конторы, проходивший мимо, выпустил за островом большое количество подсланевых вод, и теперь река и берег были покрыты масляной синевато-оранжевой пленкой. Случись это днем раньше, нельзя было бы купаться, ходить босиком по песку. Команда катера производила чистку в пути, разумеется, с молчаливого согласия капитана. И хоть положено это делать на стоянке со всеми предосторожностями, чтобы и капли подсланевых вод не попала в реку, да все ли так поступают? Экономят время, ведь пришлось бы задержаться на пристани. В те минуты, когда делалось больно и горько за реку, такую прекрасную и такую беззащитную, Смолину хотелось закричать: «Люди, что же вы делаете? Неужели не понимаете, что губите? Если бы не было рек, этих естественных оттоков, вся наша планета превратилась бы в скопище грязи. Негде было бы строить села, города, негде было бы сеять хлеб, косить травы, выгуливать скот. А леса, легкие человечества, захерели бы от гнилой воды, измельчали.
Потребовались бы миллионы экскаваторов, чтобы прорыть эти русла. Гений всех живущих на земле людей не справился бы с этой задачей. А кто населил бы те искусственные реки рыбами, такими удивительными, такими непохожими? Кто украсил бы берега черемухой, березами, ивами? Но очень трудно докричаться до каждого. И год за годом, день за днем в реку бросают ржавое железо, изношенную резину, опилки, кору, прочий хлам. И все это реке в награду за ее свежесть, за ее ласку, за успокаивающие ум и сердце плавные изгибы и зелень берегов. «Вот, Черныш, дела у нас какие!» — говорил Смолин, лаская собаку. «Прямо скажем, неважные. Не будешь ты лакать эту воду, не будешь». Черныш умными, все понимающими глазами глядел на человека и все порывался лизнуть его в лицо. «Прощай, дружок, прощай». Смолин потряс его за сильные когтистые лапы. «Ну ты особенно-то не горюй, глядишь, еще и свидимся. Волкам спуску не давай, старушек надежнее охраняй». В лагере у Бахтиных сегодня тоже были сборы. Нарядные палатки с оранжевыми верхами гасли одна за другой. Москвич загружали походным скарбом. Лена несколько раз появлялась на берегу, издали глядела на Смолина, но подойти не решалась. А за перевальным столбом у ямин, вырытых земснарядом и залитых рекой, грудились люди. Деревенские мальчишки, ловившие утром в яминах ершей, заметили в воде тела утопленников и подняли крик. Прибежали мужики с баграми, утопленников вытянули на берег, и теперь они лежали рядышком. Двое мужчин, молодой и пожилой. Это были те, кого не удалось разыскать той ночью. Все так и получилось, как и предположил Смолин. Один из них, плохо умевший плавать, одетый к тому же очень тепло, быстро выбился из сил. Это был пожилой, Иван Лукич, а племянник Гриша, широкоскулый, плечистый парень спортивного типа, не кинув его в беде, помогал плыть. Ему удалось скинуть с себя обувь и куртку, и он один, конечно, спасся бы, если бы не тянул за собой старика даже тогда, когда тот, очевидно, был уже мертв. И вот сам захлебнулся, окоченел в воде, но так и не разомкнул рук. Смолин побыл там недолго. Дал показания участковому милиционеру, вызванному из сельсовета, и ушел. Тяжело было видеть все это. Из пострадавших ему было жалко, пожалуй, только парня. Думалось, что он был случайным человеком в этой браконьерской компании. Смелый, видать, с таким можно было дружить, на такого можно было положиться. Все собрав, Смолин пошел в деревню попрощаться с Таисией Даниловной и ее сестрой. Старушки уже давно побывали у реки возле утопленников и теперь сидели в избе, тихие, опечаленные, вполголоса обсуждая эту беду. «Еще-то приедешь сюда, Митя?» — спросила Таисия Даниловна. «Трудно сказать. Теперь у нас, конечно, тоскливо, засентябрит. Чего с нами, старухами, делать молодым?» «Ой, тоскливо!» — подтвердила Федосия Даниловна с присущей ей категоричностью. «Вот зарядят дожди, а там и снег близко, наметет по самые окошки, без лопаты не выберешься. Ты бы взял, да и навестил бы нас как-нибудь по зимнику, а?» «Может, и навещу. Уж я бы попотчевала тебя каравашками домашними. Митя, приезжай!» И старушки, засуетившись, стали наталкивать ему в карманы вареных яиц, ватрушек.
Плыть до города далеко, перекусишь дорогой. Оглядывали, ощупывали, тепло ли одет, не продует ли на воде. Уговаривали взять у них брезентовый плащ, который без дела висит в чулане. Допросили не гнать лодку быстро. Не ровен час можно и перевернуться на волнах, или, как эти утопшие, налететь на что-нибудь. Молочка попей в дорожку. Спасибо, не хочу. Это ты сейчас не хочешь, а после, как проголодаешься, так и захочешь. Феня, давай-ка нальем ему с собой четверть. Возьмешь. Этакого молока ты в магазине фигушки купишь. Чего будешь есть, как прибудешь? Никто тебе еды не приготовил. Вот и пожуешь ватрушечек с молочком. Нас, старух, опять же вспомнишь. У Смолина даже запершило в горле. Просто поразительно, как я за лето к ним привык, будто к родным. «Митя, уж приезжай!» — кричала тоскливо Таисия Даниловна с горы. «Ждать будем!» «Непременно приеду, непременно!» — отвечал он, шагая вниз по осклизшей тропе.